Как известно, во время золотой лихорадки больше всех зарабатывали продавцы лопат. В ее лихорадке роль главного продавца лопат досталась компании, которую в каком-то смысле можно назвать монополистом. И да, конечно же, речь об Nvidia. Nvidia занимает 70% мирового рынка ИИ-чипов, а в 2023 этот показатель доходил до 95%. За 2026 год компания получила почти 216 миллиардов долларов выручки. Около 194 миллиардов из них принесли только дата-центры. Самое интересное, мы все так или иначе пользуемся продукцией Nvidia, но не каждый знает, что у Nvidia нет заводов вообще. Это полностью fabless компания, занимающаяся только проектированием и разработкой программной экосистемы. Каким образом компания без заводов стала центром мировой ИИ-индустрии? Кто же тогда производит все, что проектирует Nvidia? И сможет ли Nvidia сохранить практически монопольное положение, когда собственные чипы начинают проектировать и создавать Google, Amazon, Microsoft и крупнейшие китайские компании? Да, у Nvidia нет заводов для массового производства, но у нее все еще есть свои офисы и лаборатории. Nvidia может разработать и создать прототип в рамках своего микропроизводства, чтобы просто показать, смотрите, что можем, ну и соответственно протестировать все на практике. Инженеры Nvidia определяют, какие вычислительные блоки будут внутри GPU, как он будет работать с памятью, как несколько процессоров будут связываться между собой и какие операции искусственного интеллекта они смогут выполнять. Когда проект чипа готов, его отправляют на фабрику производиться у другой компании. В прошлом видео мы уже обсуждали проблемы роста ИИ и затрагивали тему производства HBM и ИИ-ускорителей. По факту здесь все так же. Производством чипов Nvidia занимаются буквально две компании – TSMC и Samsung. А память Nvidia закупает у СК Hynix, Micron и Samsung. Как вы поняли, на этом рынке мы будем слышать буквально одни и те же названия. Дело в том, что это производство с высокой добавленной стоимостью, даже предельно высокой. В этой сфере производство одного нового ИИ-ускорителя требует миллиарда баксов, сотню тысяч человека-часов, самых квалифицированных специалистов. В сравнении с e-commerce, где каждый может перекупить тапок у китайца и слить его на Озоне, тут нет конкуренции. Олигополисты или почти что монополисты, как Nvidia, закладывают в конечную стоимость огромную маржу. В сфере сборки и тестирования конечных продуктов уже привлекаются другие компании. Здесь конкуренция побольше и маржи поменьше. Foxconn, Wistron, Fabrinet и другие. Один ИИ-ускоритель проходит огромную международную цепочку. Проектируется в США, затем производится в Аризоне или на Тайване, HBM память создается в Южной Корее или США, упаковка и тестирование проходят в США или на Тайване, установка питания, охлаждения и прочее делается на Тайване, США, но иногда и в Мексике и других странах. Как вы поняли, самое высокотехнологичное производство находится в странах ядра. США, Южная Корея, Тайвань и лишь фактически допиливание в виде охлаждения, питания и прочего может делаться в странах полупериферии, таких как Мексика или Бразилия. После окончательного создания и упаковки продукт отправляется заказчику. Но кто этот ваш заказчик? Как правило, это гиперскейлеры, то есть бигтех-компании, такие как Microsoft, продающие услуги под ИИ-вычисления в виде виртуального облака. Услуги продаются таким компаниям, как Anthropic, разработчикам непосредственно ИИ-моделей. Конечно, не все страны могут получить в принципе такие передовые технологии, как ИИ-чипы. Дело в том, что экспорт ИИ-ускорителей регулируется Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США. Почему он регулируется ими, если чип, к примеру, произведен на Тайване? Отчасти это правда, что тайваньские чипы теоретически могут продаваться куда угодно, но в США есть Export Administration Regulations, под который подпадают все продукты, которые содержат компоненты, разработанные в США. Как правило, Nvidia все свои разработки делает в пределах юрисдикции США на американском оборудовании. Поэтому США диктуют свои правила экспорта для Тайваня и TSMC в частности.
Есть страны-союзники США, которые получают приоритетный и свободный доступ к и-технологиям. В основном сюда входят Западная и Северная Европа, англосаксонские государства, Южная Корея, Япония и, собственно говоря, Тайвань. Есть второй мир, где действуют некоторые ограничения. По количеству экспорта, всякие лицензионные ограничения, квоты на мощность. Это самое массивное ядро. Сюда входит большое количество стран, причем не самые отшельные, как может показаться. Швейцария, Португалия, Арабские Эмираты, Мексика, у которой, между прочим, есть экономический союз с США, тоже является страной с ограниченным экспортом передовых технологий. Также страны Восточной Европы. Третий мир – это страны, представляющие так или иначе, в той или иной степени угрозу национальной безопасности США. С точки зрения самих США, конечно же. К примеру, Китаю вставляют палки в колеса и ограничивают экспорт в страну лицензионными соглашениями и ограниченными поставками некоторым выборочным компаниям при достигнутом соглашении двух правительств. США искусственно занижают поставки в Китай, чтобы замедлить технологические успехи страны. Но есть мир номер 4. По факту его нет, но я его придумал, потому что есть страны, которые с США не ладят, но какие-то крохи им сыпятся. А есть страны, с которыми США не ладят особенно. Вот таким странам обеспечено фактически полное эмбарго. КНДР, Иран, а также с 2022 года Россия и Беларусь не получают ничего. Параллельный импорт, конечно, по крайней мере для России и Беларуси, частично снимает вопрос. И да, конечно же, разделение для США по странам неформальное и сейчас не регулируется каким-то отдельным нормативно-правовым актом. Ранее планировалось все делать через AI Diffusion Rule, но он так и не был принят, а Бюро промышленности и безопасности будет рассматривать другие модели регулирования. Современная фабрика по производству передовых чипов стоит десятки миллиардов долларов. К примеру, комплекс из 3 фабрик TSMC в Аризоне оценивается примерно в 65 миллиардов долларов. То есть почти 5 бюджетов Беларуси, хотя это всего лишь одна компания строит себе заводики в США. Затем фабрику необходимо постоянно модернизировать, закупать литографическое оборудование, разрабатывать новые процессы и обеспечивать огромный объем заказов. Nvidia для себя решила, что она будет заниматься тем, в чем у нее лучше всего получается. Такая бизнес-модель позволяет сосредоточить все ресурсы в одной сфере, в данном случае проектирование и разработки. Это позволяет стать не только лучшими, потому что стать лучшими это не самое, что ни на есть лучшее. Лучше стать единственным. Поэтому Nvidia переложила большую часть этих расходов и рисков на производителей. Хотя, безусловно, маржа на подобных фабриках запредельная, просто потому, что конкуренции фактически никакой нет. В 2026 финансовом году валовая маржа Nvidia составляла 71,1%. Благодаря интеллектуальной собственности и платформенной модели, Nvidia удерживает значительную часть стоимости. То есть что-то типа 71 цент с каждого доллара, грубо говоря. Но у такой модели есть недостатки. Нет свободы. Nvidia зависит от мощностей TSMC, ну и соответственно от отношений Китая и Тайваня. Регулирование США, поставок HBM, упаковки КВОЗ, подложек, охлаждения и контрактных сборщиков. Чтобы снизить риск дефицита, компания заранее размещает невозвратные заказы, вносит гигантские депозиты и резервирует будущие мощности. В общем, рискует и тратит деньги на годы вперед. Благодаря огромным заказам получает приоритетный доступ к их производству. Возможно, у меня субъективный взгляд, но мне кажется, что все привыкли считать Nvidia производителем лишь мощных видеокарт. Конечно же, это не совсем актуально. В условиях и лихорадки Nvidia уже продает полноценную и инфраструктуру. Лопаты, хотя не совсем. Ассортимент у Nvidia довольно обширен, но есть у Nvidia Грааль, который не позволит клиентам продуктов Nvidia так просто сбежать на другую систему. Программная платформа CUDA. Nvidia запустила ее еще в далеком 2006, когда мышки были с шариками. Сегодня около 6 миллионов разрабов подсели на CUDA. Экосистеме уже 20 лет, и на ней написана куча программ, сделано много документации, есть широкая комьюнити. Вот в чем Nvidia действительно закрепилась, и что не позволит так просто войти со своей лабораторией китайцев и индусов из Ютуба, захватить рынок. Кроме того, Nvidia сразу продает пакетом. Nvidia предлагает готовую архитектуру дата-центра, и все, что она производит, имеет обратную совместимость.
Поэтому Nvidia не совсем уже продает лопаты, скорее экскаватор. Первый и самый прямой конкурент AMD. Преимущество AMD — открытые стандарты и возможность стать вторым поставщиком. Но есть и очевидная слабость. Программная экосистема, которая пока уступает CUDA. Но на самом деле более опасными конкурентами могут стать не другие производители по типу AMD, а его величество господа клиенты. Крупнейшие клиенты и чипов от Nvidia, Google, Amazon и Microsoft разработали уже свои собственные и ускорители, пока что для внутреннего пользования. Конечно, пока не идет речь о том, чтобы пошатнуть монополию Nvidia, но компании потихоньку укрепляют свой технологический суверенитет и переносят каждую задачу на свои ускорители. А значит, покупают меньше сторонних NVIDIA-евских GPU. Скорее всего, Nvidia сохранит лидерство. У Nvidia много козырей: CUDA, передовые технологии, выкупленные мощности. Монополист будет дальше срубать сладкую маржу. Но в таких условиях и рисках, которые могут утопить Nvidia, говорить о вечной монополии вряд ли придется. В следующем видео мы разберемся с TSMC и узнаем, почему на этой фабрике держится сейчас все производство полупроводников и еще большая доля производства и ускорителей. Это история точно такой же компании, без сильных конкурентов, но с рисками, которые могут погубить ее в любой момент. Подписывайтесь.